Всем привет! С вами канал Радов Одесса. И в этом видео, если вы помните, когда-то в 2000-х и раньше, в 90-х, 2000-х, на рынках люди паяли вот такие вот банки. Вот. Сейчас покажу поближе вам. Вот. Это называлось все дело универсальная пайка без паяльника. Выглядело у нас в Одессе, по крайней мере, это вот так. Вот. Такая вот желтенькая упаковочка, кто помнит. Если вы покупали это в Одессе, то вероятностью 25-30% вы покупали это у меня. Мы тогда этим занимались. Вот. В этом видео расскажу, как вообще все это делалось, из чего делалось. В общем, открою все секреты. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо, кто уже подписался. Итак, погнали. Если вы помните, на рынках стояли люди на столиках. Вот до появления еще, ну точнее не до появления, а до еще супермаркетов и прочей фигни. Людей много было на рынках, все они ходили там толпами. И вот люди паяли там вот такие банки и предлагали вот эту пайку, универсальную пайку без паяльника, без ничего, чтобы паять трубы, батареи, радиаторы, машины, там всю эту историю. Я же говорю, расскажу, что она может, чего она не может в этом видео, эта пайка. Будет интересно, смотрите до конца. Для начала, как это было. То есть, человек стоял на рынке, поджигал вот такую вот историю зажигалкой. Вот. Видите, она начинала гореть, искрить. Вот. Стояли вот такие вот баночки. Баночку они зачухивали, мы зачухивали вот такой вот наждачкой, чтобы типа было это самое при примыкании. Вот. Ждешь типа пока нагорит нужный слой, и потом все это дело сбрасывалось вот сюда на банк. Здесь оно продолжало гореть вот какое-то время, потом вот так вот дули на него, и шло вот такое вот искрение, и дальше человек вот так вот приграживал его к банке, и получался вот такой вот красивенький паечный шов. Вот. Это один из способов пользования такой пайкой. Вот. Второй способ — это нагревать саму поверхность снизу или сверху. Вот. И вот так вот его заглаживать. Вот. То есть наносить сверху. Как видите, тоже работает. Вот. Многие, кто покупал такую историю, думают, что это там развод какой-то, но это не совсем так. Да, конечно, радиатор в машине такой штукой не запаяешь. Но ведерки, всякие такие вот тонкие металлы, это все прекрасно паяет. Во время Второй мировой войны и во время Первой мировой войны были проблемы с этими всеми ведрами, с обычными бытовыми штуками. Все новое, хорошо забытое старое. И вот этой такой пайкой ездили по городам люди и паяли вот такие вот штуки. Вот, то есть вот паяли ведра, предлагали вот такую вот пайку, то есть, а это уже в 2000-х, так сказать, вспомнили, вот, и опять запустили это все в продажу, вот. Ну не суть, в этом видео, в общем, я расскажу все секреты этой всей истории, как она делалась, из чего она делалась. Вот у нас такие были бумажечки, то есть мы их заливали вот в такие формы, у нас были ромбы вот такие. У нас были карандаши вот такие, и были вот такие вот большие квадратики и маленькие квадратики. Вот. Я вам сегодня покажу, как мы их делали. То есть у нас было, конечно, на этикеточке написано, что это Варшава, Польша. Но это, естественно, не была Польша. Это все делалось в домашних кустарных условиях, такими же, как я, людьми. Вот, и продавалось на рынках. Вот сегодня я вам покажу, как это все было. Для этого нам понадобится вот такая текстолитовая штука, собственно, в самой форме, которые у меня остались еще с тех времен как раз. Вот, желтая сера, серебрянка и вот такая вот кастрюлька, в которой мы, собственно, это все... ну еще надо масло и тряпочка. То есть маслом и тряпочками я протер уже формы, вот так, и протер нижнюю часть текстолита в данном случае. Ну, текстолит лучше всего подходит, он держит температуру. И как бы гладенький такой, на нем хорошо заливать. Значит, что мы делали? Берется вот такая вот сера,
вот желтая, это то, что используется для окуривания бочек там и прочей фигни. И насыпалась она вот сюда. Это даже много, чтобы показать. Я не буду столько насыпать, пусть останется еще. Вот так вот это все выглядело, видите. Желтая сера, она была в ломтиках, вот такая вот. Вот, и сверху все это дело засыпалось серебрянкой. Вот так вот я высыпал все, что у меня осталось. Сера, кстати, и серебрянка у меня тоже осталась еще с тех времен. Я нашел, вот решил показать видео. И все это вот так вот хорошо перемешивалось. Вот. Видите, в итоге получалась вот такая вот серебристая фиговина внутри. Вот. Теперь всю эту фиговину ставим на плиту и начинаем наблюдать, что будет. Как видите, сера с серебрянкой нагревается и превращается в такую свинцово-подобную жидкость. Вот. Ее нужно постоянно перемешивать, и обязательно нужно было электрическая плитка, потому что на газу эта вся история могла загореться, и соответственно было бы все плохо. В этом видео я залью по одной штучке каждого вида этих своих хреновин, которые мы делали. Вот. Упакую их в упаковочку и покажу, как в итоге все это получалось. Видите? Вот. Вот такая вот каша. Красивенькая, серебряная. Вот. Я же говорю, не думайте, что это до конца как бы лохотрон какой-то, потому что эта штука действительно работала, но на тонких металлах и где нет очень высокой температуры. Она реально паяет. Но по большей части, да, это, конечно, как бы временный вариант, чтобы на время это все подпаять. Вот, потом еще раз подпаять, если вдруг отвалится. Ну, на каких-то, в общем, местах держалась, на каких-то местах не очень держалась. Вот. Некоторые люди даже приходили, говорили спасибо, покупали еще. Вот. Но по итогу, конечно, продажи этого всего сошли на нет, и пришлось от этого всего дела уйти. Вот. Видите, уже почти готов весь этот состав. Так, пусть еще постоит. Вот она в упаковочке. Такая желтенькая, кто помнит, может быть. Вот. Не обессудьте, если купили у меня и у вас не получилось. Это были 90-е, мы крутились как могли. Вот, сейчас я для вас залью, покажу это все. Вот, если помните вот эти баночки. Для меня это самого как возвращение в прошлое. Давно уже такого не делал. Вот. Итак, наша кашица почти готова. Вот. Сейчас мы ее будем заливать уже в подготовленные вот формы, которые я для вас специально вот подготовил. Я же говорю, я их нашел специально, они у меня в сарайчике там лежали. Вот. Чтобы снять вот это видео, вспомнить детство, молодость, как это было. Вот. Такая вот кашица. Сейчас мы ее будем заливать. Красивенькая штука, да? Вот. Так, делаем ромбик. Раз. Опля. Вылезло некрасиво получилось. Ладно, квадратик. Так вот, не перебираем. Оп. Вот это маленький квадратик. И еще карандаш делаю один. Один. Вот такой красивый более получился. Ну, еще один большой давайте сделаем. Так. Это было. И ромбичек. Еще один покрасивее, чтобы был. Вот так вот это выглядело. Вот еще осталось чуть-чуть. Дольем, не знаю, куда. Вот сюда.
Все, теперь надо 5 минут подождать. Все это застынет. Можно это все доставать будет. Вот. Поближе покажу. Все это доставать и паковать. Вот баночка, такая кастрюлька, вот такая сера с серебрянкой. Вот наши пачечки эти. Вот есть кулечечек у меня даже один. Вот. Сейчас застынет, я достану, покажу, что будет дальше. Все, как видим, наша пайка подзастыла. Дальше вот эти штучки вот так вот смещались. Вот, и доставались из формы. Вот так вот красивенько все это было. То есть это остатки обламывались, то, что не нужно. Вот это ромбик. Кто помнит, может, ромбики. Вот такие они были. Вот, то же самое. Раз, раз. Вот так вот. Даже сейчас, по-моему, эти штучки продаются в строительных магазинах, я в одном видел. Вот. То есть, ну, смотрите сами, как бы, кое-что она паяет, кое-что не паяет. Я говорю, если там что-то серьезное, трубы, радиаторы, конечно, где-то можно, где нет давления, такое паять, но в целом, как бы, лучше не стоит, лучше заварить или что-то такое сделать, или эпоксидкой заклеить. Вот 2 ромбика, 3 карандашика, вот эта штука, такой, такой, такой. Вот так вот. Дальше вот покажу на большом. Вот. Дальше вот кулечек, сама эта штука, этикеточка. Вот. Мы вставляли этикеточку вот сюда. Вот так вот, как видите, раз, раз и запечатывали. Все, товар готов на продажу. Такой способ, который был паять, вот, это поджигали. Зажигалка его, сам припой этот, он начинал гореть. Вот. Ждали, пока все это нагорит нужное количество, он искрил, было очень красиво, люди набегали толпами, начинали тыкать деньги. Вот. Вот так это было, да, классное было время. Вот, снимаешь вот эту вот историю сюда, потом ждешь пару секунд, пока она прогреет как бы поверхность. Вот. Потом вот так вот будешь слегка, эта вся история искрит, вот, обезжиривает типа, и дальше вот такими вот движениями отверстие запаивается. Вот так мы это делали. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, никто не обиделся, если кто-то купил. Подписывайтесь на канал. Будет много таких подобных интересных видео.